По сути, это мультимедиа 7-дюймовый планшет для автомобиля, который будет выводить CarPlay и Android Auto на свой экран беспроводным путем. Такое устройство уже есть, ты можешь заказать. Ссылку я оставляю под этим видео. Можно заказать. Вот такое вот устройство. Напоминает это устройство, помните вы, наверное, все GPS-навигаторы, которые шли раньше. Такие вот экранчики. Но это уже с большим функционалом устройства. Все так же оно простое, ты сможешь сам подключить. Любой сможет подключить, не обязательно быть каким-то специалистом, и также установить. Наверное, одной из, нельзя это назвать проблемой, с тем, с чем придется провозиться, это с укладкой кабеля. Кстати, вот, давайте сразу по порядку. 3-метровый, скорее всего, вариант. Тут толстого, хорошего сечения кабель, посмотрите какого. Г-образный разъем USB-C. Все продумано для подключения. Здесь адаптер в прикуриватель. Возможность подключения 12 и 24 вольта. То есть ты это устройство можешь подключать в автомобиле с бортовой сетью 12-вольтовой и также 24-вольтовой. Грузовики, фуры, все остальное. И на выходе 5 вольт, 3 ампера получаем. 3-амперное питание 5-вольтовое. Также здесь есть USB-A для дополнительного подключения. Например, ты хочешь еще что-то подключить для зарядки. Также можно использовать. Для его крепления есть два варианта. Это кронштейн для установки на торпедо автомобиля с регулировкой. Все пластиковое, но пластик такой добротный. И вот его крепление быстросъемное. Скорее всего, давайте попробуем. Я первый раз при вас достаю и тестирую. Накинул, в общем-то, вот так вот. И видно, что нужно продвигать вниз. Вот. Быстро все. Быстро все и классно. Здесь также... еще и поворотная. Да, вот здесь отпускаешь. Вот эта пластинка прижимная. И ты можешь здесь повернуть, изменить угол куда нужно. И все фиксируется. То есть угол выставляешь, который тебе нужно будет. Хочешь быстро снять, а это немаловажно. Быстросъемность, потому что, забрать с собой, к примеру. Ты все это будешь быстро делать. Вот, раз. Снял и забрал. Или спрятал куда-то в автомобиле без лишних глаз, чтобы воры не видели и ради этого не лезли. Значит, для крепления есть отверстие, если хочешь жестко саморезами, винтами прикрутить этот кронштейн. Или же толстая такая вот двухсторонний скотч, пленка липкая, уже вырезанная, готовая под этот кронштейн. Это первый вариант. Второй вариант также быстросъемный. Это мощная такая, ничего себе, присоска на лобовое стекло. Где-то я видел вариант с удлинителем. У меня удлинителя нету, а это нужно задавать на странице продавца. Вопрос напишите. Есть вариант с таким вот удлинителем. То есть вынос, если у тебя лобовое далеко и тебе надо устройство приблизить, там есть... здесь ничего не растягивается, не вытаскивается. Есть такой удлинитель. Здесь имеется регулировка с фиксацией также. И здесь вот такой вот шар. Шаровый механизм регулировки угла. Также очень классно. И вот он здесь таким вот образом прижимается. То есть выставил, как тебе нужно. Устройство накинул. Опять же зафиксировал. Вот так. И уже настраиваешь, как тебе нужно. Его здесь регулируешь. Здесь регулировка, здесь, то есть все возможные варианты. Есть еще в комплекте разъем AUX. Кабель есть, поэтому AUX есть, ты уже должен понимать, что он есть. Так, MP5 Smart Screen Player. Так он называется по инструкции. Здесь все прописано, как, что и куда. На английском языке инструкция, если нужно, можешь ознакомиться. Кнопка включения-выключения устройства.
Не имеет он никаких встроенных аккумуляторов. Нужно на него подать питание 5 вольт. Кнопка Reset. Вот она здесь скрытая для сброса устройства к заводским. Это мини-компьютер по сути, поэтому есть возможность разбора. Пломба стоит на одном из винтов. Разъемы Type-C. Подключение питания. AV-in. Есть такой даже разъем-выход. Слот для карты памяти. И еще какой-то 3.5. Ну, это как раз разъем, наверное, для подключения AUX. С этой стороны больше ничего нету. Вот такое вот простое устройство. Перед тем, как устройство подключить и настроить в автомобиле, поставить, установить, ты его можешь настроить полностью на столе. Это установить в него карту памяти. Карты памяти он поддерживает до 256 гигабайт. И на этой карте памяти у тебя может содержаться музыка, фильмы, фото. То есть, по идее, это все мультимедиа. Что ты хочешь, накачал фильмов, установил карту памяти. Показано, как это контактами наружу. Здесь желательно пинцет использовать. Разъем виден. И до защелкивания утапливаем. Готово. Карта памяти установлена. Разную информацию. Для подключения на столе блок питания 5 вольт. 2 ампера. Вот использую, по сути, твой блок зарядный от зарядки смартфона твоего. Кабель также. Подключаю соответствующий разъем. Подаю питание на устройство. Также, когда ты будешь заходить в авто, если у тебя подключен этот планшет к прикуривателю, ты запускаешь двигатель, зажигание включил, и планшет уже активируется. Видите вы время его активации. Очень все быстро происходит. Приятная картинка. Под любым углом, в общем-то, под большим углом все видно. Русский язык уже установлен. Настройки, заходим. И тут все, в общем-то, будет тебе понятно. Система, настройки системы, язык. И выбираешь, который тебе нужен. Здесь и китайский, английский, испанский, французский, немецкий. То есть вот языки, которые установлены. Есть возможность переключить на этом устройстве. Ночной режим включен, ночная яркость, то есть ты можешь переводить устройство в ночной режим, если будет слепить тебе ночью в автомобиле. Время начала в автомате даже можно ставить по графику. Ночная яркость стоит по умолчанию, можно также регулировать. Подсказка, есть какие-то подсказки еще. Хранитель экрана. Сколько экран будет задействован, через какое время его выключить, если тебе это нужно. Можешь поставить в автоматике, можно не выключать. Обои. Есть возможность, наверное, какие-то серые. Вот, да, вот такие обои. Немного, но вот есть. Или сохранить, или отменить. Управление голосом. Голосовая команда включить, выключить дисплей. Есть даже такое. Выключить дисплей. Okay. Включить дисплей. Okay. Прикинь, вот это да. Я в шоке. Вроде бы с виду игрушка. Выключить дисплей. Включить дисплей. То есть ты должен понимать, что это не устройство выключается, а именно дисплей отключается, устройство активно остается. Супер. Водительское место. Если с правым рулем или левым рулем у тебя автомобиль. Сброс настроек понятно, версия прошивки. Может, кому надо, устройство, возможно, будет дальше улучшаться, какие-то прошивки новые будут. Ну вот, что по настройкам. Так, можем мы, получается, вручную выключить и активировать или дезактивировать дисплей. Вот так можно. Или голосом. Здесь настройка яркости. Еще и не 100%. Отлично. И смотрите отклик. То есть без всяких вообще вопросов. Работает, не тормозит, нормально. Устройство, первые шаги, подключение Apple CarPlay
и Android Auto. То есть ты выбираешь, что ты настраиваешь. Apple CarPlay, Android Auto, Apple AirPlay, Android Cast, Bluetooth музыка. Вот такие вот есть возможности в этом устройстве. Ну, как по мне, то у меня Apple CarPlay, Android Auto ты также вот переключаешь, тебе переключить на Android Auto уверен. И здесь у тебя инструкция, как подключить Android Auto. Ну и также вот эти все моменты. Уверен. Проигрыватель мультимедиа. И тут мы заходим на карту памяти, которую вы установили. Вот, видите, ну как быстро, открывается. Я, конечно, в шоке. Список файлов вызываешь. Через время он пропадает. Видео и музыка. Вот, да, то, что я скачал, то у меня как раз и есть. Музыка, один файл MP3. И здесь есть динамики, которые, кстати, неплохо звучат. Ну, так понятно, что это такой необъемный звук, но, опять же, через AUX ты можешь подключить на колонки аудиосистему своего автомобиля через магнитолу, и у тебя это будет звучать из твоих колонок. И также тут все протаскиваешь, то есть громкость. Ну, солидно для этого устройства, для его размеров. Класс. Остановить громкость, отрегулировать, вернуться. Смотрите, как быстро, ну, летает, просто летает, тут слов нету. Закачал видео на карту памяти в формате MP4. Видео с айфона, вот когда вы снимаете, там особенный формат у него на айфоне. Видео с айфона, то есть не все форматы поддерживает это устройство, но основное вот то, что ты будешь скачивать, например, с Ютуба или же откуда-то, в MP4 воспроизводится быстро и без вопросов. Качество, понятно, что здесь нет того супер качества, которое ты будешь там не 4К, даже не Full HD. А ну-ка давайте сейчас. Ну здесь все, перемотки, надо перемотать. Прогружается быстро. Возможность перемешанного воспроизведения, единый цикл, играть по порядку. Такие функции. Плееру никаких вопросов нету. Все отлично, все, что нужно. Музыка, видео. Установил, все работает. Быстро реагирует. Вывод звука. Репродуктор имеется в виду на динамике устройства. CarPlay Auto, FM. По FM ты можешь также волну создать на магнитоле, и по FM каналу будет воспроизводиться отсюда звук в колонках твоей магнитолы, если у тебя нет возможности по AUX. По AUX понятно, что звук более качественный передается, по FM каналу будет посредственный звук, но есть возможность на колонке передать и AUX. Вот AUX написано, как подключать, то есть несколько возможностей вывода звука также есть. Один раз подключаешь телефон, его запоминает устройство, и при появлении телефона рядом с устройством автоматически, скорее всего, будет загружаться Android Auto или Apple CarPlay. Там уже в настройках можно поставить автоматически или самому кликать. Подключаю, у меня iPhone, Apple CarPlay, смотрим подключение к телефону Bluetooth T86, то есть устройство, я захожу в настройки Bluetooth на смартфоне, по Bluetooth подключается устройство, поиск, другие устройства, и вот мы видим устройство T86 и дальше, как по инструкции. Когда телефон предложит использоваться, CarPlay, выбери его. Создать пару, разрешить. Все. На ваших экранах, немножко подождал, и Apple CarPlay беспроводным путем выведен на устройство. Обычный Apple CarPlay, тут же навигация прогружается, вы видите, прогружается навигация, Waze, все, что нужно, настройки, полностью Apple CarPlay у тебя уже в твоем автомобиле. И главное, что это подходит, ну, на любые автомобили. Кнопка «Домой», вывод звука, яркость, регулировка. Кнопка «Домой», выход «Домой». Давайте тут же на столе сымитируем выключение.
Выключение, кстати, просто зажигание тушишь и отключается устройство. Можно с помощью кнопки выключить. Удержал кнопку выключения, устройство выключается, как обычно. При дальнейшей подаче питания устройство автоматически будет подключаться. Не надо будет нажимать кнопку. Блок питания вытащил и опять вставляю его в розетку. То есть питание подается. Смартфон рядом лежит. И давайте посмотрим, автоматически ли будет выводиться CarPlay, подключаться. Сел ты в автомобиль, имитируем, что ты включил зажигание, устройство загрузилось. И что у нас далее будет происходить? Bluetooth активен, видно, вот устройство подключилось, и активен CarPlay. Блин, ну супер. На смартфоне также информация, что CarPlay включен. Siri также все работает, смартфон подключен к мобильному интернету, 3G, Telegram. Вы хотите отправить сообщение или позвонить? Прочитай неотвеченные сообщения. У вас нет новых сообщений. Присоска дает очень большие возможности для использования устройства в салоне автомобиля. Очень хорошо регулируется угол. К примеру, если нужно тебе просто, вот как водителю это устройство, не обязательно для пассажиров, ты можешь его вот так в углу, чтобы не мешал дороге. И перед глазами оно у тебя. Руль, вот все тут рядом. И устройство. Вся информация, навигация. В основном-то люди покупают их для навигации. Для вывода навигации, чтобы не на коленке смартфон держать и смотреть навигацию, а именно с такого устройства, которое адекватно беспроводным путем подключается, выводит Apple CarPlay, то есть возможности телефона, все сообщения, а также Android Auto. По возможностям Apple CarPlay, Android Auto, я думаю, тут не нужно рассказывать никому, какие возможности. Давайте сымитируем включение. Вот пришел я в автомобиль, не запускаю я двигатель, просто включаю адаптер в прикуриватель. Светит он таким красным огоньком. Вот загрузка пошла. Смартфон у меня с собой. Рядом тут на пассажирском сидении лежит смартфон. Как бы не обязательно, наверное, вам его будет доставать. В сумке он может быть у вас, в кармане. Ожидаем. Значки вон загружаются. Видно, активируется Bluetooth. Вот вам и готово. CarPlay запущен. Или отсюда управляешь, или с телефона настройки вносишь. Запускаешь навигацию и вперед. Работает нормально. То есть вопросов никаких нету. Навигация грузится, но это тут уже зависит от смартфона, как там навигация, как там интернет, потому что устройство не поддерживает сим-карты. За все отвечает ваш смартфон. Подключили вы устройство по Apple CarPlay или Android Auto, и оно выводит вам информацию. Едешь вот так вот, и тебе вот устройство удобно находится рядом. Ну и едешь, смотришь вот так вот видео. Громкость, кстати, на хорошем уровне. Для автомобиля, я думаю, что то, что нужно. Можно посмотреть еще... еще можно добавить громкость, не на высоком уровне была. Ну, отлично. Отличное разрешение. Для автомобиля, я считаю, что больше и не нужно. Кстати, сам планшет, это уже от тебя зависит, твоя фантазия, куда его крепить. Присоска универсальное устройство. Также ты можешь его, если у тебя здесь есть место, просто прикрепить. Даже на каком-то двухстороннем скотче хорошем. Главное не закрывать вентиляцию, то есть элементы охлаждения. Там решетки видно, отверстия для охлаждения. Можешь его установить сюда. Главное, чтобы подвод был питания к нему. Работает он в автомате. Выключил зажигание, устройство автоматически выключилось. Включил зажигание, устройство автоматически включается. Такое вот универсальное устройство для любого автомобиля. Покупаешь независимо. Даже ты снял его, снял, и человек может его просто держать в руках, смотреть за навигацией, там, смотреть фильм или что-нибудь. Такой вот универсальный планшет. На сегодня все продается в Украине. За сколько я его купил, за столько и продаю вам. И ссылку я оставляю на него. Заходите, приобретайте. Всем удачи, до следующих видео.